Рашисты, хамасисты и другие умственно отсталые передают друг другу сказочку, как якобы арабы встречали еврейских беженцев с распростертыми объятиями, а евреи воткнули им нож в спину. Они это просто пересказывают друг другу, но правдивость никогда не проверяли. А сделать это в 2 клика при желании очень просто. Давайте развеем еще одну нацистскую сказочку. Во-первых, не говоря о том, что евреи здесь жили за 1500 лет до арабов, вернувшиеся евреи давно скупали эти земли еще в XVIII-XIX веке. И, например, вся территория будущего Тель-Авива была выкуплена у арабов. Землю скупали у арабских землевладельцев, которые не жили в Палестине и прерывали, соответственно, контракт с арабскими арендаторами, из-за чего те ожидаемо злились, но это был между собойчик арабов. Во-вторых, беженцев, евреев и арабов в Палестину за то время прибыло одинаковое количество, по 400 тысяч. Но у евреев был британский мандат и резолюция Лиги наций на беженство, а арабы были полными нелегалами. В-третьих, всю дорогу арабы устраивали еврейские погромы в 1920, 21, 29, 36, 37, 38, 39. Сотни евреев были убиты, многие ранены, большой объем имущества уничтожен. Как вам распростертые объятия? Постепенно евреи создавали силы самообороны, потому что британцы их не только не защищали, а на время погромов выводили войска из городов, а после погромов возвращали. Арабские экстремистские группировки, которые вели вооруженную борьбу с англичанами и евреями, по факту с евреями, уже 100 лет назад использовали современные методы. Свое финансирование они добывали в основном рэкетом своих же соплеменников. Например, выставляли вооруженные кордоны на шоссе, останавливали арабских водителей грузовиков и взимали с них пошлину на дело борьбы с сионизмом 100 лет назад. Ну и главное, арабы сотрудничали в этом деле с нацистами, так что все нынешние арабские движения имеют истоками фашистское прошлое. Муфтий Иерусалима Аль-Хусейни заручился финансированием от банкиров нацистской партии Германии и создал боевую организацию Аль-Футувах, которую он сам называл палестинским Гитлер-Югендом, которые ставили своей задачей уничтожение всех евреев и не сидели сложа руки. В 1939 году Рейх профинансировал арабский профашистский переворот с целью убрать британский контроль и убить евреев. Британцы уничтожение евреев еще бы пережили, но не могли допустить усиления Германии у них в тылу и бросили существенные силы на подавление восставших. Аль-Хусейни сбежал в Ирак и поднял антибританское восстание там, а в 1941-м перебрался в Германию. Гитлер лично встретился с Аль-Хусейни, назвал его великим деятелем арабского движения. Аль-Хусейни продолжил публичные выступления по радио, призывая убивать евреев везде, где вы их найдете, и помогал в организации нацистских батальонов из мусульман Европы. Аль-Хусейни счастливо пережил поражение Германии и всплыл в 1947 году в Каире как один из лидеров антиизраильской войны, руководителей Газы, а заодно и противник хашемитской династии Иордании. В 1951 году в Иерусалиме человек Аль-Хусейни убил иорданского короля Абдаллаха. Из числа арабов, в основном палестинцев и иракцев, во время войны были сформированы нацистский корпус F и еще один легион, в общей сложности более 30 тысяч человек. За год до конца войны лидер палестинских экстремистов и нацистов Аль-Хусейни провозгласил джихад, продолжающийся до сих пор. Так что продолжающиеся события буквально наследуют фашизм против евреев. Не верите? Идите проверьте.